Друзья, всем привет! Показываю образец, который сделал. Вот так он наглянцован. Вот как он выглядит в профиль. Этот образец я обещал показать, как сделать. Единственное, что он сейчас в другом цвете. И здесь еще одна добавлена техника с имитацией прожилок. Про нее расскажу. Вот я делал, сейчас сфокусируем. Вот эти, видите, как бы вкрапления, точки белые, черные и тому подобное. Я уже делал похожий образец, черный образец с золотыми прожилками. Так, ну ладно, давайте посмотрим, как он делается. Я буду комментировать, и вы будете смотреть. Итак, первым этапом у нас идет нанесение прожилок. Эту методику я позаимствовал с канала Like It, мастер Роман, спасибо ему за это. Ссылку оставлю в описании, где он показывает основоположник этого метода на ютубе. Значит, суть заключается в чем? Венецианская шпаклевка заматывается в какой-то пакет, в нем делается дырочка, наносится на гладилку рисунок, трещины, и переносится на ваш образец. Вот эти вот белые прожилки, они у нас будут самые высокие, то есть самая большая высота, там примерно 2-3 миллиметра у них высота. Вот, наносятся эти прожилки, вы можете либо с какого-то рисунка повторять эти прожилки, либо сами их придумать, как вам нравится. И отправляем образец сушиться. Следующий этап после высыхания прожилок у нас идет нанесение базового слоя. Базовый слой у нас красного цвета, основной фон. Мы его наносим шпателем на сдир и немного его поднимаем. Здесь я на видео сначала поднял гладилкой, но потом я заметил, что остались немного ребра, радиаторы, и я взял морской губкой, это не заснял, но морской губкой так же само наторцевал, что убрало эти радиаторы и ребра. Так же самое отправляем сушиться. Далее нам нужно будет этот образец чистить наждачкой. Для того, чтобы облегчить задачу, мы срезаем гладилкой под углом, как видно на видео. Срезаем гладилкой верхушки, для того, чтобы меньше шлифовать. Так, далее у нас идет процесс сглаживания плоскости. То есть мы убираем примерно полмиллиметра, может миллиметр слоя. То есть делаем ее практически гладкой. Остаются некоторые углубления, но плоскость в основном у нас гладкая. Здесь я уже заснял конечный этап, то есть не показывал, как я шлифовал. Ну, все просто. 600-й наждачкой шкурится, снимается где-то полмиллиметра слоя. Образовавшуюся пыль мы сметаем сухой кистью и потом влажной губкой протираем нашу венецианку, тем самым обеспыливая ее. На этом этапе, как вы видите, мы наносим очень тонким слоем два цвета Венеции разбавленной. Она до состояния краски разбавлена, черная и белая. Мы ее наносим, ну, кому как нравится. Я нанес в нескольких местах черные пятна и в нескольких местах белые пятна. И оно должно высохнуть. Это нам даст ободочки, каемки такие, черные и белые каемки. Так, после высыхания вот этих пятен, черных и белых, мы забиваем вот эти раковины, которые у нас остались, мы забиваем венецианской штукатуркой. В основном идет базовый цвет, красный, такой как шел и на первый слой, на основной. Но немного добавляю еще тоже черного-белого, легкие недомесы, для того, чтобы в некоторых местах были чуть другие цвета, чтобы более интересный был образец. Венеция немного усядется, можно после высыхания еще раз пройти, так же самое на сдир, для того, чтобы полностью плоскость была ровная. Можно не проходить, можно просто потом больше счистить и добраться до самой нижней точки. То есть, когда добираемся до нижней точки, все, дальше уже нет смысла чистить, и у нас получается ровная плоскость в итоге. Далее идет у нас самый злой такой этап и самый такой тошный. Нужно перетереть это наждачкой, снять примерно полмиллиметра слоя, пока мы не доберемся до самой нижней точки, то есть в раковинах, где Венеция уселась. Вот нужно плоскость сравнять до самой нижней точки. Это долго и нудно. Как это делается, я оставлю ссылку в описании, я уже показывал. Называется видео «Секрет полировки раскрыт». После того, как мы перетерли губками Fine и Very Fine Smirdex, я ими пользовался, возможно, кто-то другими будет пользоваться. У нас самый приятный момент наступает, это полировка Венеции. Сложного ничего нет, венецианский шпатель,
либо другой шпатель из нержавеющей стали с заточенной кромкой, очень гладкой. Под углом там 15-20 градусов возвратно-поступательное движение полируется материал. В итоге материал более темным встает, более как бы контрастные границы, их начинает более видно. Ну, вы видите на видео, что происходит. Ну и сейчас пока идет фотографии и видео готового результата. Скажу, что метод в принципе хорош для имитации мрамора детальной, такой художественной. Конечно, это не настоящий мрамор. После выставки в Киеве я понял, что в принципе Венеция с настоящим камнем там и рядом не стоит, ну с некоторыми образцами. Ну, вот есть способ. Если вам это нравится, такой способ и метод, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, друзья, всем пока.